Сзади меня находится пушечный завод. Во время революции 1917 года в России русские поставляли сюда зерно и золото и закупали оружие, которое делалось вот на этом предприятии. Гробница святейшего Карабаша в Биаглу расположена рядом с имперским пушечным двором, который также называют Топхане, который был возведен в 1453 году благодаря особому указу Мехмета II напротив знаменитого фонтана Топхане. Мечеть и гробница Карабаша Мустафы Ага, расположенные на правой стороне дороги от мечети Кылыч Али Паша в направлении Каракей. Он был построен Бабюсаде Ага Карабаш Мустафа бин Каракут Бек в XVI веке. Несколько раз его ремонтировали и являлся, по сути, Завия, суфийским институтом братства. Атмосферное место. Комплекс Кылыч Али Паши. Это мечеть Пятачок выходит из-за отличается угла. от великих мечетей Пойдем, Стамбула пятачок, тем, сидим на что она скамейке. построена не в честь султана, членов его семьи Это, или да, визиря, кладбище. а в честь адмирала. Велика же была роль этого человека в Османской империи, если бывший пират Пойдем. удостоился такой чести. И построил На эту мечеть не кто-нибудь, а великий Мимар Синан в 1580 году. Тиньке сядем, И прообразом мечети стала не какая-то мечеть, а сама Ай-София. Может быть, это анекдот, но говорят, что главный визирь Рустем Паша на предложение построить мечеть в честь адмирала якобы ответил: места в Стамбуле мало, а он адмирал, пусть строит на море. Поэтому насыпали искусственный остров на берегу Босфора и построили эту мечеть. При рождении его звали Джованни Диониджи Галени, и его родиной являлась деревушка Ле Кастелло в Италии. Джованни хотел стать священником, но по пути в Неаполь, где должно быть начаться его обучение, в 1536 году попал в плен к турецким пиратам. Он прослужил галерным рабом несколько лет, но потом принял ислам и присоединился к корсарам. Отныне у него было новое имя – Али. Ему удалось сделать головокружительную карьеру и дослужиться до адмирала Рейса и адмирала флота, капитан Идерия Османской империи. Теперь в мавзолее у стен мечети покоится знаменитый турецкий флотоводец Али Паша, получивший за свою храбрость почетное звание Кылыч, что означает меч. Турецкий исследователь Джанер Шака, занимавшийся историей Средиземного моря, в списке пленных, занятых на строительстве мечети Кылыч Али Паши, обнаружил имя Мигеля де Сааведра Сервантеса. В учетных книгах нет никаких сомнений, что это будущий автор Дон Кихота, который в 1575 году попал в плен и был доставлен в Стамбул. С одной стороны мечети Кылыч Али Паши находится фонтан Топхане, крупное сооружение с 1732 года, снабжающее водой для питья и ритуального омовения. С другой стороны баня Хамам Кылыч Али Паши был построен между 1578 и 1583 годами для обслуживания левендов морских сил Османского флота. Хамам Кылыч Али Паши известен своими архитектурными линиями и величественным куполом. Является одним из символических зданий в Тафане, портовом районе Стамбула.